Всем привет и спасибо, что заглянули на мою любимую кухню. Дорогие друзья, мы сегодня с вами будем печь хлеб. Но какой хлеб? Это будет белковый хлеб, который хлеб можно будет кушать абсолютно всем. И с диабетом, и на стадии снижения веса, и на стадии фиксации веса после похудения. А все началось с того, что у меня сегодня очень было много консультаций, я работаю из дому, как вы знаете, и я обнаружила, что у нас нет в доме черного хлеба. А в Дании традиция хлебов, то есть на ланч мы все абсолютно кушаем какие-либо бутерброды, это прям страна бутербродов Дания. И, естественно, каждое утро я мужу делаю такой ланчбокс, что-нибудь вкусненькое кладу с листиком салата, красиво украшаю, и он это берет на работу. И я думаю, что же мне делать? Не хочется мне совершенно выезжать куда-либо в магазин, потому что выйдешь, это опять будет час, полтора, два. Я думаю, а зачем мне выезжать в конце концов, когда я могу сама спечь этот чудесный хлебушек. Так что, пожалуйста, оставайтесь со мной и будем сейчас делать очень полезный, вкусный хлеб, который, как я уже сказала, можно кушать абсолютно всем. Идемте печь. Для того, чтобы нам сегодня спечь наш хлебушек, нам с вами понадобится из орудий труда у меня такой кухонный комбайн, фуд-процессор. Если у вас такого нет, вы можете все это сделать с помощью миксера. Форма для выпекания хлеба, которую я застелила пергаментом, или бумагой для выпекания. Одна силиконовая лопатка, маленькое полотенце и из продуктов. Мы возьмем немножко масла. Я взяла вот такой распылитель. Это очень тоже удобно, когда выпекаем, спрыснуть просто-напросто форму. 150 грамм у нас миндальной муки. 100 грамм муки из семени льна, которую я сама сделала. Так же, как и 100 грамм муки из семечек подсолнуха. То есть я это все сама сделала в кофемолке, и у нас получилась мука. 3 яйца, 400 грамм творожка, у меня кварк, потому что в Европе нет творожка. Вот, и 1 чайная ложечка семени, это могут быть семя льна, или же у меня кунжутное семя, чайная ложечка соли и 2 чайные ложки порошка для печенья. Вот, и все. Ну что, начинаем делать тесто для нашего будущего вкусного, полезного хлебушка. Начинаем приготовление нашего теста для хлебушка. Открываем комбайн и постепенно добавляем сначала яйца, потом творог. С помощью лопатки плюх тоже все хорошо и легко у нас это делается. Немножко, буквально минуточку взбиваем. И теперь к творожку с яйцами мы с вами добавляем остальные ингредиенты. Мука из семени льна, которую, как я уже сказала, мы сами сделали. Мука из миндаля. Ее можно купить или самой тоже сделать в кофемолке совершенно спокойно. И мука из семечек подсолнуха. Теперь сюда же добавляем порошок для выпекания, то есть разрыхлитель, и ложечку соли. Семя льна или кунжутное семя у нас с вами останется для украшения нашего хлебушка. Закрываем комбайн. Бум. И все хорошенько вымешиваем. Наше тесто готово. И вот такой консистенции оно у нас с вами получилось. Смотрите, видите, такое вот густое, как на самый настоящий хлеб. Теперь самое время
спрыснуть нашу форму для выпекания и поставить наш будущий хлебушек в духовку. Пока мы с вами будем выкладывать тесто, мы должны с вами включить обязательно духовку на 180 градусов. Пусть она разогревается, пока мы будем в другом процессе. Наша духовка уже разогревается, как я уже сказала, и мы начинаем. Смазываем нашу форму, или как я, спрыскиваю, да? Если нет такой штучки, то можете спокойно это все сделать кисточкой. И теперь в форму выкладываем наше тесто. Я также приготовила немножко воды для того, чтобы смочить лопатку, если, к примеру, тесто нужно будет красивенько так разровнять. Вот, все прекрасно выкладывается. Наше тесто пахнет семечками подсолнуха, миндалем, потому что у нас в тесто вошло что? Не обыкновенная какая-то пшеничная мука, а именно полезная протеиновая мука. И за счет этого наш хлеб будет именно полезным. И его можно будет кушать при диабете и при ожирении. Смотрите, какая красота у нас с вами получилась. Корочка хрустит. Слышите, да? Руки у меня чистые. Теперь давайте достанем наш хлебушек из формы. Надену перчатки. Когда он немножко остынет, то мы с вами его разрежем. Ну, вот скажите, ну разве это не прекрасно? Посмотрите, какой он мягкий и пушистый, даже можно сказать, красивый. Но он должен немножечко остыть, минут 10-15, для того, чтобы мы могли его разрезать, правильно? Давайте подождем это время, я вам покажу кусочек хлеба в разрезе на тарелочке. Наш хлеб уже остыл, и давайте его вместе разрежем. Показываю в разрезе. Посмотрите, какой он мягкий, какой он чудесный. Корочка хрустящая. Он еще, видите, немножко горячеват, потому что даже пар идет. Но хлебушек удался. Смотрите, что мы с вами спекли, какой у нас хлебушек получился. Сейчас я его вам покажу поближе, принесу. Я уже, как вы видите, пару кусочков отрезала. Он получается очень мягкий, душистый, запах у нас чудесный стоит в кухне. И вот такой вот он хорошенький, красивенький, как самый настоящий хлеб, хотя мы в него добавили все правильные ингредиенты, творожок, муку и семя льна и так далее. Так что, дорогие мои, экспериментируйте, пробуйте. Есть у меня такие девочки, которые вообще они не могут без хлеба жить и говорят, как же так, как мы будем сейчас вот питаться без хлеба? Пожалуйста, пеките сами и ешьте этот полезный хлеб, который вам совершенно не навредит. Так что, дорогие мои, пеките со мной, готовьте со мной, следите за моими новыми рецептами, и все в вашей жизни будет хорошо. Спасибо, что и в этот раз вы были вместе со мной, и до новых встреч. Всех вас люблю. С вами была Виктория. Пока!